Привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. Сейчас обзор снимается на AldaCube Keypad. Это такой планшет, у которого есть возможность вставлять симку и карту памяти. Как все это работает, вы узнаете в ролике. Съемка ведется на сам планшет. Я понимаю, как большинство тех же блогеров любят говорить: да зачем камера этому планшету? Ну, наверное, ее там ставят, потому что она кому-то нужна. И по большому счету камера нужна всегда, это полезная штука. Сейчас вы видите, как она работает. Примеров, разумеется, не будет, смысла в них никаких. Поэтому смотрим про планшет на iPad. У меня были обзоры. Если планшет, у меня кто-то спрашивает, у вас там есть мало денег, много денег, большие финансы, маленькие финансы, это всегда iPad. То есть при любом раскладе, если у вас есть деньги, вы идете покупаете iOS. Если нет денег, копите и покупаете iOS. Но если вы прям дикий фанат из разряда того, что не хочу Mi Pad за 22 тысячи во время распродажи, Xiaomi Mi Pad, кстати, обзор на который вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, как альтернатива можете рассмотреть подобные планшеты. AldaCube покупают много, у меня уже был обзор на канале. Этот, возможно, я разыграю, но я об этом подумаю еще. Вы узнаете об этом первый, если я его буду разыгрывать. Так что смотрим. Всем зимний привет, канал Польза.нет, розыгрыши море, читаем описание, какие актуальны. Но стандартно это 5 Mi Band 6 серии, разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео на этом канале. Розыгрыши 30 числа ежемесячно на канале для стримов. Подписывайтесь с колоколом, а сегодня я расскажу вам о бюджетном планшете AldaCube Keypad, который я купил не больше, чем за 10 тысяч рублей. Это раз, а два, он у меня уже не первый месяц в использовании, не умер, и поэтому о нем могу рассказать. Полетели. Итак, распаковка. Оформление простое, коробка изготовлена из среднего плотности матового черного картона, который пока до меня шел, слегка повредился. Но хорошо, что так, бывало и хуже. Намного хуже. Внутри все лаконично и красиво разложено по коробкам. В комплект входит планшет, кабель для зарядки USB Type-C, блок питания с европейской вилкой на 10 Вт. Скромненько, вообще ультра скромненько, давно такого не видел. Скрепка для извлечения слота и небольшое руководство пользователя на разных языках, среди которых, о чудо, есть русский. В продаже имеется один вариант оформления корпуса, и вы его видите на экране. Размеры устройства составляют 248 на 157 мм и 9,5 мм в ширину вместе с основной камерой и 8,5 мм без нее. В руках тяжелым не ощущается. Это вам не iPad Pro 2021 года в комплекте с клавиатурой Magic Keyboard. Обзор и сравнение с комплектом Xiaomi Mi Pad 5 по ссылке в правом верхнем углу, кстати. Но я там больше сравнивал клавиатуру и ручки, не сами устройства. Далее, средняя рамка корпуса изготовлена из пластика, тыльная часть изготовлена из серого оксида железа алюминия с пластиковым напылением. Материалы в целом для своей цены неплохие, не маркие, но скользкие. У меня, как и у многих покупателей, возник вопрос по сборке данного устройства, так как хоть и все детали хорошо состыкованы, когда планшет берешь и держишь в руках, корпус издает неприятный постоянный хруст. Но по отзывам решается этот неприятный момент защитным чехлом. Я брать его не буду. На корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, 2 стереодинамика с не самым плохим звучанием, кнопка питания, качели регулировки громкости, непрорезиненный слот на 2 сим-карты, микрофон и основная камера. Разъем для зарядки нестандартно размещен с верхней части планшета, разъема под мини-джек и ИК-порт нет. Ну, с ИК-портом понятно, а вот мини-джек очень странно, что они сюда не запилили. Кнопки имеют люфты, у качели регулировки громкости он значительно больше, что неудивительно за эти деньги. С лицевой части располагается дисплей IPS на 10,4 дюйма с разрешением 2000 на 1200 точек. Экран абсолютно плоский, плотность пикселей равна 225 ppi. Ультра скромно, если не сказать хуже. В солнечную погоду яркости в целом хватает, но хотелось бы для комфорта чуть больше. С IPS это в принципе невозможно по мне. Частота обновления экрана, разумеется, только 60 Гц. В целом цвета насыщенные и приятные, скроллинг есть, но не критичный. Также на борту есть разделение экрана, но включать его нужно через меню разработчика. Функция адаптивной яркости на борту, но не рабочая. В целом можно сказать, что ее вовсе нет. Под разными углами тон картинки не изменяется, но значительно темнит. Мультитач есть и берет все 10 пальцев. Разблокировать экран можно при помощи графического ключа, пин-кода, пароля и распознавания лица. Для фейс-контроля можно завести только данные одного лица, и работает это дело стабильно хорошо, но с небольшой заметной задержкой при распознавании, примерно в долю секунды, которую вы замечаете. Также есть функция Smart Lock, устройство будет разблокировано, пока оно при вас. Рамки вокруг экрана напоминают рамки на iPad mini, и размер их 9 мм, но в целом смотрится неплохо, мы привыкли. Летим дальше. Процессор Unisoc Tiger T610 с 8 ядрами и максимальной частотой 1,8 ГГц. Обвес в виде графического процессора супер древнего Mali G52, опять же по Antutu. Интерфейс 11-го андроида, системный русский язык доступен, Google сервисы имеются из коробки. Ура! Учитесь Huawei. Договариваться. Тип оперативной
оперативной памяти неизвестен, но доступно 4 гигабайта оперативки с тактовой частотой 1600 МГц. С типом внутренней памяти аналогично, но доступно 64 гигабайта и расширить ее SD-карты можно. Если вы хотите ее определить, пожалуйста, заползайте в Storage Test и оценивайте, на что она тянет. По мне, это UFS 2.1, 2.2 максимум. Поддерживается двухдиапазонный Wi-Fi, Bluetooth версии 5.0, 4G сети, бенды 7 и 20 на борту. Напоминаю, сюда можно запихать симку. Мобильную сеть ловит отлично, звучание при звонках хорошее, но разговаривать можно только по громкой связи. Вибрации, к сожалению, нет, и это эпичный фейл, могли бы и запихать туда за $0.50. NFC не поддерживается. Клавиатура комфортная для использования. Инстаграм открывает на полный экран. Учись, яблоко. Емкость аккумулятора составляет 6000 мАч. В PC-марке выдал 4 часа 54 минуты, осталось 20%. Тест я проводил при 60 Гц на максимальной яркости, это супер. Саморазряд есть и неплохой, автономность небольшая для такой емкости, но в целом в обычном использовании разряжается девайс очень быстро. Успевай только подзаряжать. Заряжается от родного адаптера питания с 0 до 45% за 1 час 20 минут, до 65% за 2 часа. Полный цикл зарядки занимает 4 часа 15 минут с нуля. Но это прямо космос, согласитесь. За час игры в Genshin Impact улетает 36% на средней графике при максимальной яркости экрана, при этом аппарат не нагревается выше 40 градусов. iPhone 13 Pro со своими 50. Учись, и еще яркость не сбрасывай сразу. Играть в тяжелые игры можно, но удовольствия и комфорта мало, если только включить самые минимальные доступные настройки графики. По тестам тротлинг-тест прошел не с лучшим результатом, 104 гипса минимально, максимально 145 и в среднем 117 гипсов на 100 головках при 30 минутах. В бенчмарке выдал в сингл-коре 342, в мультикоре 1089, в 3D-марке выдал следующие результаты: Wildlife Extreme 129, Wildlife Extreme Stress Test 132, Wildlife 511, Wildlife Stress Test 515, Slingshot Extreme 1092 и Slingshot 1569. Не печаль. Результаты Antutu не сказал бы, что огорчили, но в целом другого ожидать было бы странно от такого планшета, а именно Копат выдал 187 тысяч попугаев, почти 2 соточки. В Storage-тесте показал 9498, стресс-тест прошел далеко не идеально, результаты вы видите на экране. Аппарат в целом не совсем стабильный, но во время использования для обычных целей в виде серфинга в интернете интерфейс не подвисает. И это уже более чем достаточно, для своей цены работает он даже очень шустро. В тыльной части расположена камера на 5 мегапикселей с максимальным разрешением для съемки видео HD 1080. Естественно, никакой стабилизации картинки нет. Фронталка на 5 мегапикселей расположена в верхней части экрана, спрятана она в рамку. Ура! Максимальное доступное качество для съемки видео HD 720. И по поводу камер хотелось бы сказать, что в целом от планшетов в этом плане ожидать многого не стоит. Практически все они снимают не самым лучшим образом в сравнении с флагманами, тем более планшеты бюджетного ценового сегмента. Исключением является не бюджет, это iPad 5 Pro с особой камерой на 50 мегапикселей, которая комплектуется только с версией с симкой. Там съемка должна быть цвет, блеск, красота. А на том же iPad, даже прошлом, я бы не сказал, что супер съемка. Опять же, можете посмотреть обзоры, примеры съемки этих камер на экране. Минусы: нет ИК-порта, кнопки люфтят, нет разъема под мини-джек, корпус хрустит, быстро разряжается и очень долго заряжается. Нет вибромоторчика, разумеется, нет защиты от влаги. Цена по ссылке в описании к видео в районе $140, около 10 тысяч свободно можно на распродажах купить. Промики всегда. В Телеграме я не знаю, что случилось с Али, но они что-то пытаются распродавать. Мне кажется, что у них какой-то кризис, но не будем о грустном. Будем надеяться, что они не закроются, потому что все-таки самые выгодные ценники у них — это раз, а два. Смотрим мой Телеграм-канал, выбираем промокоды и выбираем, что вам нужно подарить. Все-таки Новый год скоро. А насчет доставки, все, что я заказывал 11 числа, в 99% мне уже пришло. Не знаю, как вам, напишите, мне интересно. Понятно, что многие бренды, включая Realme и OnePlus, продали больше, чем имели на складах, и кому-то их еще ничего не выслали. Допустим, Xiaomi мне посылал Xiaomi 11T Pro в течение 52 дней, чтобы вы успокоились. Я понимаю, как это, когда тебе ничего не посылают. Им без разницы было, что я готов доплатить был, что готов был купить версию лучше и все остальное. Не отсылали 2 месяца. Главное, прислали, и главное, прислали по ценнику в 39 тысяч. Но это лирика. Резюмирую по поводу планшета. Для бюджетного варианта планшет достаточно шустрый, но только для обыденного использования. Если хотите поиграть в самые простейшие игры, не в серьезные. Отлично подойдет для детей и людей старшего поколения, так как интерфейс куда проще, шима у экрана, разумеется, нет, ведь это IPS, в связи с чем комфорт глазам обеспечен. Однозначно девайс сюда, подписываемся с колоколом, ставьте лайк за труды, пишите, что еще купить для обзора. Может быть, самсунговские и хуавеевские планшеты еще для полного счастья купить, потому что Lenovo и Realme я, разумеется, приобрел. Пишем в комментах, подписываемся на телеграм-канал взаимопомощи, там больше 6000 человек, и все очень душевно. Мата и хамство на канале, напоминаю, все еще
еще нет. Добра и удачи вам, дорогие друзья.